Итак, сегодня мы будем менять свечи зажигания в моем Subaru Outback 2015 модельного года, двигатель FB серии 2,5 литра. И сегодня мы дадим ответ на тот самый вопрос: есть ли необходимость снимать двигатель, чтобы поменять свечи зажигания на субаровском оппозитном двигателе? По техническому обслуживанию до сих пор существует много мифов и баек. Якобы невозможно поменять воздушный фильтр. Да нет, пожалуйста, смотрите, вот он, клипсы снял, обслуживай сколько угодно. Очень сложно и дорого поменять масло. О, смотрите-ка, масляный фильтр прям сверху. Ну, наверное, не перетружусь. А также моя самая любимая страшилка, которая отговаривает потенциальных покупателей автомобилей Subaru о том, что очень сложно поменять свечи зажигания. Практически невозможно и очень дорого. В принципе, эта байка-страшилка говорит о том, что свечи зажигания настолько сложно поменять, что необходимо разбирать и полностью снимать двигатель для того, чтобы была возможность произвести эту замену. Что ж, сегодня хороший денек, у меня отличное настроение, у меня в кармане есть, по-моему, свечи зажигания, и сегодня мы их заменим. И хотя регламентное обслуживание именно по свечам зажигания в двигателе FB серии 105 тысяч или 7 лет пробега, у меня нет ни того, ни другого, но с качеством нашего топлива, я думаю, что этот регламентный срок можно немножко укоротить. Сейчас я быстро переоденусь, и мы приступим. Субаровский оппозитный двигатель так сконструирован, что блок цилиндров у него находится посередине, а головки слева и справа, по две свечки. А все навесное оборудование находится у него сверху, что очень удобно для обслуживания и защищает от воды в случае, если машина пойдет вброд. Для того, чтобы нам добраться до первой и второй свечки, мне необходимо будет снять вот этот воздуховод. С правой стороны мы снимем аккумулятор. Я вот решил, что пока пойду с левой стороны, слева направо, так сказать. С первого цилиндра начну, и мне кажется, что здесь как-то все разбирается немного попроще. Я еще ни разу на этой машине не менял свечи зажигания, но менял на XV, поэтому, я представляю, что буду делать. Ну что, приступим. В принципе, мне так показалось, что можно и не снимать вот эту часть полностью. Можно было только вот отсоединить, и в принципе хватило бы места для того, чтобы свечку выкрутить. Но так как я хочу снимать и все показать, я для этого разберу чуть побольше, может, чем требуется, чтобы все было наглядно, понятно и хорошо. Так, воздухоприемник у нас находится на двух клипсах. Постараюсь головой не крутить, но только настолько с маленькой экшн-камерой я смогу показать весь процесс так, как вижу его я. Кстати, я укрыл покрывалом крыло, потому что очень часто буду к нему прикасаться, чтобы, не дай бог, не поцарапать, да и самому не пачкаться. Имейте в виду такой лайфхак. Так, первая часть воздуховода. Конечно, хорошо бы его еще промыть. В принципе, у меня там вода есть. Что вы делаете? Снимаю видео. Вы обзорчик? Да. Сергей. Там, на драйве? Сергей Перетяхин и на драйве на ютубе. Круто. Заходите, посмотрите. Регламентное техобслуживание своими руками. Буду рад новым подписчикам.
Вставляем свечку в колодец и закручиваем ее сначала от руки.
Сразу заменим, поставим новый фильтр. Кстати, фильтр Denso Sakamoto, Made in Japan, Subaru. Вот, если кому нужно, оригинальный номерочек.
О! Солнце скрылось, немножко подзамерз, но в принципе доволен. Мы сделали это дело, мы заменили свечи, мы вместе. Почему я говорю мы? Потому что мы вместе. Вы смотрите, болеете, переживаете за меня, я, получается, делаю. Мы команда, поэтому мы заменили свечки. Хочу посмотреть теперь только, какой будет расход, потому что сейчас он 14 литров, мне кажется, это, немножко, великовато. В принципе, хотя вот зима, да, и пробочный вот этот режим, все равно, мне кажется, 14 это перебор. Поэтому сейчас надеюсь, что замена свечей, она как раз позволит уменьшить расход топлива в городском цикле. И тем более, что уже регламентно подходил. Напомню, что стояли иридиевые свечи, они, получается, до 105 тысяч километров рассчитаны производителем, хотя они могут и больше ходить, какие-то могут меньше ходить, потому что все вот некачественный бензин, он может некоторые свечи убить и, может быть, за 10 тысяч километров. Поэтому нужно смотреть. Я поменял, я доволен. В принципе, хочу сказать, только вот с одной свечкой, вот в 4-м цилиндре, мне показалось сложно, потому что там вот я динамометрическим ключом прям вот так вот, там 3 сантиметрика вот деления, вот такие движения были, чтобы выкрутить эту резьбу, а она вон какая длинная. Поэтому мне кажется, что, в принципе, если я вот сейчас вот знаю, когда уже сделал работу, я уже в следующий раз вообще вот буду готов. На все про все можно уложиться, я думаю, в час. Вот в час работы и будут заменены все свечки. У вас всегда был выбор, либо менять свечи в автосервисе, либо менять самостоятельно. В любом случае, надеюсь, что благодаря этому видео вы теперь знаете, как это делать и примете правильное решение. И такому авантюристу, как я, это доставляет удовольствие. Если вам нет, то, конечно, съездите в сервис, отдайте денежку, вам там сделают. И, в принципе, сделают, наверное, хорошо. Но я жду поддержки в этом видео в виде большого жирного лайка и подписки. Может, кто-то еще в комментарии скажет, да ты не снимал клеммы с катушек зажигания. Я вам хочу так сказать, что я с одной катушки зажигания клемму попытался снять. Я замотался ее туда-обратно засовывать, потому что там вот эта пружинка металлическая. Вот там настолько мало места, что чтобы ее вдеть, чтобы вот это все вот соединить, я не знаю, минут 20, наверное, копошился. То есть катушки зажигания вынимаются, свечи выкручиваются, закручиваются новые, катушки обратно становятся. Кстати, чуть-чуть не забыл на 3-м цилиндре, вот сейчас вот последнюю как раз катушку зажигания прикрутить. Уже начал все собирать, смотрю, болтик в руках. Вот оно как. Отвлекся буквально на телефонный звонок и в камере батарейку поменял. Вот, все перепроверяйте, все перепроверяйте. И, в принципе, я хочу сказать, что доволен. Я получил удовольствие, занимаясь этим делом. Сейчас машина хорошо заводится. Единственное, что из-за того, что мы снимали аккумуляторную батарею, сбились все настройки мультимедиа, сбились настройки опять стеклоподъемников. Кстати, их надо будет обучить заново. У меня есть видео, как это сделать. Кто не знает, посмотрите. Кстати, кто смотрел последние видео мои, там я рассказывал, как можно открыть машину без ключа с помощью пин-кода. Так вот, после сбрасывания клемм, пин-код тоже пропал. Он удалился, теперь придется его заново программировать. Так что имейте в виду. А то, если вдруг аккумулятор у вас разрядился или вы снимали его, то в будущем в машину и не попадете. С вами был Сергей Перетягин. Поставьте этому видео большой жирный лайк, потому что я старался.
И до новых встреч в эфире. Пока.